Всем здорово, народ! Значит, давненько нас не было в уличных гонках. Если посмотреть, поискать, то мои последние геймплейные видосы, связанные с Сирусом, были аж полгода назад и еще туда дальше, еще старше. Плюс, опять же, достаточно часто в комментариях от вас прилетают приглашения вернуться на сервачок. И, соответственно, с данной мыслью, а почему бы и нет, решил я провести парочку стримчанских, вот записываю вам видеоролик. Мне тут выделили быстрый старт, об этом, кстати, тоже чуть-чуть поговорим. Не пришлось, соответственно, качать персонажа, поэтому сразу в high-level контент, скажем так, получилось ворваться. И вот сегодняшний видеоролик я хочу подогнать под тему а-ля взгляд новичка, поскольку достаточно длительный перерыв у меня был, и за это время на сервачке какие-то изменения, да, произошли. Ну, как минимум, созвездия поменяли и еще парочку механик накатили. В общем, всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Начнем с того, что быстрый старт мне выделили именно промокодом, и у меня была парочка вопросов с этим связана. Значит, во-первых, могу ли я сразу создавать себе ДКшника, учитывая, что у меня нет персонажа 55-го левела на аккаунте? Спойлер, можно. И второй вопрос, информацию о котором я вот не смог найти в рамках описания вот этих всех активаций промокодов, заключался он в том, что когда я ввожу промокод, это нужно делать через менюшку, зайдя за персонажа, данный быстрый старт сразу применится к персонажу или как бы начислится на аккаунт. В чате мне посоветовали, соответственно, написать гейммастеру, мы это сделали, буквально там, не знаю, минуток 5 максимум подождали, ответ пришел, все, мне сообщили, что быстрый старт именно начисляется на аккаунт, и, короче, проблем с созданием ДКшника никаких у меня дальше не возникло. Скин эльфийки, кстати, как-то поднадоел, поэтому решил создать мужицкое, тауренское просто мясо с никнеймом Жипотное. Планировал, соответственно, я себе создать билдачок именно на анхоле ДКшника, поскольку также давненько за него не бегал. Если вы следите за моим творчеством, то знаете, насколько вот Frost, Decay и One Love лично для меня. И созвездием я себе выбрал Феникса а-ля Бладельф старый по активке. Но, как выяснилось дальше, на следующих стримах активка занерфлена. Это мы тоже чуть позже и чуть подробнее обсудим. Самый прикол в том, и самый мем вообще, который я не понимаю, зачем-то добавлен глобальный кулдаун на применение волшебного потока. Насколько я понял, сейчас система созвездий сделана так, что некоторые PvP-шные активки с глобальным кулдауном работают и вызывают его, а некоторые глобальный кулдаун не вызывает. И как по мне, это невероятно странное решение, как минимум. Потому что как будто бы стоит балансить активки либо таким образом, чтобы у всех вызывался глобальный кулдаун, либо ни одна активка PvP-шная глобальный кулдаун не триггерила, как всегда это, в принципе, в Шоше и было. Короче, как по мне, какое-то супер сомнительное решение, и в моменте, когда я это обнаружил уже потом, в процессе геймплея, мне это не понравилось, расстроился я немножко. Опять же, по поводу быстрого старта. Я помню, что я супер давно, когда еще играл на Алгалоне X4, также создавал себе персонажа через быстрый старт, и можно было выбрать основную профессию, вспомогательную профессию, которая будет у вас прокачана, а также была возможность выбрать себе PvE-шный гир под специализацию и также PvP-шный гир под определенную специализацию. Сейчас же, я не знаю, это связано либо с тем, что у меня промокодный быстрый старт, либо с чем-то другим, но на выбор была только PvE-шная, соответственно, специализация, только PvE-шный набор экипировки. Тут, видите, у меня конкретно, опять же, информации не хватает, я не понимаю, это из-за того, что у меня промокодный быстрый старт какой-то, а если вот его покупать именно, то там будет 2 комплекта брони выдаваться. Либо же это связано с тем, что вот этот X3 реалом не так давно запускался, и еще а-ля первые сезоны, и только в следующих потом дальше этапах по развитию уже, соответственно, контента, при наличии более сильного PvE-шного гира, он будет как бы апгрейдиться, и при этом еще появится второй набор брони PvP-шный, как это было раньше. Если вы данной инфой располагаете, напишите в комментариях, почитаем. Опять же, дареному коню зубы не смотрят, и гораздо приятнее конкретно вот так вот начинать свой путь на данном реалме. Но, блин, допустим, можно было добавить на выбор себе взять либо один PvE-шный набор экипировки, либо только второй PvP-шный набор, чтобы не оба выдавать, да, только один, но уже с выбором хотя бы для игрока. А так получается, что только full PvE обвесы. Что для меня, как для человека, который хочет 99% своего времени тратить на PvP, либо там на аренах, либо на БГшках, отсутствие PvP-шного гира полностью, даже самого базового, самого стартового, выглядит максимально странно. Как минимум, было бы супер логично предложить игроку выбрать, да, себе комплект экипировки для PvP-шной специализации и положить туда самые минимальные стартовые PvP-шные шмотки, которые прямо сейчас можно купить за достаточно дешевое количество валюты. Опять же, эти шмотки бесполезны в том плане, что их нельзя дальше проапгрейдить по итем-левелу, и если вот я сейчас с нуля фармлю себе и честь, и очки завоевания, я на них не хочу тратить свою валюту вот вообще. И как раз таки в быстрый старт положить эти шмотки было бы супер логично.
Но, на мое удивление, выдача вот этого ПВЕшного гира оказалась более чем играбельным вариантом на самом-то деле. Я буквально себе в шмотки засунул несколько камней на пенетру, зачарил плащ на пенетру, чтобы добрать, соответственно, капчик. Меткости в этом ПВЕшном гире хватает, там 6%, блин. Поставил себе метовый сокет в шлем и закинул красные гемчики на силу. Такие самые базовые, самые дешевые. И все, и пошел, короче, бегать ПВПшку и арену. И это, блин, работает. У меня сначала было 0 устойчивости. К третьему стриму я себе парочку гемов еще желтых ставил, у меня стало 180 устойчиво, ну вы понимаете, насколько это мало. Это вообще, я думал, что буду вскрываться за 2 спыла каких-нибудь вражеских, за 2 применения кнопок буквально. А оказалось нет. Эта жирная тауренская масса действительно может жить, если прямо слишком сильно не наглеть и заранее понимать, что сейчас тебя будут въезжать, им отдавать свои сейвы. Да, понятно, это ДКшник, у которого есть и зеленка, и незыбка, и стойка льда. В общем, много, естественно, возможностей для самозащиты. Но, тем не менее, для меня было удивление, что и урон присутствует, и выживаемость, ну, не прям нулевая. Да, можно спокойненько гэмблить. Короче, все по итогу даже оказалось более-менее нормально. И я даже говорю не только про БГшки, но также еще и несколько солок действительно интересных и хорошеньких, прямо таких сочных получилось отыграть. И вообще, если выносить вердикт конкретно по моим 15 там плюс-минус играм, которые я за несколько стримов отыграл, только 2 или 3 были действительно проиграны из-за недостатка у меня ПВПшной экипировки. Там буквально не хватало урона. И буквально даже одного релика было бы достаточно, который на Сирусе есть прикольный кастомный, который закидывает антихилящий щит по противнику и еще и понижает в процентах исцеления на определенное количество времени. Потому что я пошел на арену, как только смог себе нафармить чести на 1 жетон завоевания. Ну, на тринке, чтобы станы там условно диспелить. Все. Больше ни одной ПВПшной шмотки у меня на персонаже надето не было. И вот да, если бы я в тех катках располагал реликом хотя бы на антихилящий щит, можно было бы дожать противника. Коротенькая интеграция от спонсора farmin.ru. Слышал, там можно прикупить золото как для игры на официальном сервере, так и на приватном. А также валюту для других игр. Уже 6 лет на рынке, более 2000 довольных клиентов. Ну а по промокоду и так выгодные цены становятся еще ниже. Остальные же катки, я даже не знаю, хорошо это или плохо, они выигрывались или проигрывались именно командами. То есть, когда уровень игры одной тимки был либо слабее, либо гораздо выше, чем у другой. И да, за 15 каток только 3 были с интрижкой. Все остальные выигрывались максимально просто или проигрывались также максимально просто. Мне объяснили, что это а-ля типа этап калибровки, там первые несколько десятков игр должны быть такие. Максимальный, короче, пока что какой-то микс, потому что тебе может закинуть чела, который первый раз, в принципе, на арену пошел, а в следующий же кат тебе закинет наоборот, кого-нибудь задрота, у которого 500 игр наиграно. И вы не подумайте, я вам тут не пытаюсь как-то просочить тихонечко мысль, что шмот не роляет. Естественно, прямая корреляция. Здесь нужно еще будет дополнительно, помимо шмота, еще и категории апать. И черные бриллианты, конечно, хотелось бы иметь у себя на персонаже, и в чем большем количестве, тем лучше. Но вы все это прекрасно и без меня знаете. Единственная новиночка, которую я обнаружил, при каждом апгрейде категории, я так понимаю, это работает, когда вы еще и плюсики получаете, то есть не только когда вас условно 7 на 6 категорию перепрыгиваете, но при этом, когда вы еще с 6 на 6 плюс категорию переходите, вам накидывает осколок черного бриллианта. И за каждого такой апгрейд, я так понимаю, 1 осколочек вам будет в инвентарь падать. А чтобы эти осколки объединить в черный бриллиант, нужно 10 штук. По итогу, я так понимаю, у меня уже дважды произошел ап категории. В одной рулетке мне выпал осколок, и у меня на персонаже 3 осколка от черного бриллианта есть. То есть, по сути, учитывая новую механику, минимум 1 черный бриллиант у вас на персонаже, ну, практически гарантированно рано или поздно появится. Особенно, если вы покупаете вот эти поставки, да, если я правильно понимаю, и боевой пропуск, тоже улучшенную апгрейднутую версию себе берете. Это вообще как будто бы базовый минимум игрока на Сирусе, базовая комплектация. Если вы хотите плюс-минус в конкурентных рамках находиться относительно других игроков, то вы должны каждый день закрывать все дейлики, все задания боевого пропуска и так далее. Либо же, если вам так много времени тратить не хочется, а лучше, естественно, и дейлики закрывать, и дополнительно вот покупать как раз-таки 2 вот этих вот апгрейда, с которых вам всякие прикольные плюшки падают. В противном же случае, опять же, насколько я это понял, категория будет качаться достаточно медленно, и рано или поздно вы прям солидно так отстанете от топов. Да вот даже сейчас взять мои стримы, 90% игроков бегает, наверное, в 5-й кате, и уже очень солидное количество игроков с 4-й категории находится. Хотя вот у меня, у персонажа пока что, ну, понятное дело, я его только создал, 6-я категория. А это уже достаточно солидная разница в статах. Самое же крупное и по совместительству самое интересное нововведение за последнее время — это ключи
а именно, соответственно, Mythic Plus подземелья, которые разрабы интегрировали на 3.3.5 клиент. Лично мне не доводилось еще их щупать, и геймплейно я, да, подземки, Mythic Plus не закрывал. Но, в принципе, хотя бы разочек посмотреть на это, мне кажется, действительно стоит. Да, вы знаете, что в рамках 3.3.5 PvE контент я не особо люблю, мне больше заходит актуал. Но, опять же, если эта фишка реализована действительно хорошо и качественно, можете, кстати, написать ваше мнение в комментариях, что думаете по поводу ключей на Сирусе конкретно. Это может действительно разнообразить пронос подземелек, а особенно для людей, которые только условно на личе играют, никогда на актуале не бегали и в принципе, соответственно, не знали, что такое Mythic Plus подземелье. Опять же, краткая инфа для тех, кто вдруг не шарит, это когда у вас не просто обычное подземелье, а дополнительно, в зависимости от недели и в зависимости от уровня ключа, именно поэтому они называются плюс, потому что есть плюс 1, плюс 2, плюс 10, плюс 15, добавляются дополнительные осложнения для проноса. То есть, либо у вас боссы увеличенный урон, увеличенный хп имеют, либо трэш увеличенный урон, увеличенный хп, но это такие самые примитивные, самые базовые. Существуют аффиксы, это вот эти самые усиления подземелий, которые, например, во время боя с периодичностью условно там 5-10 секунд вызывают лужу под вашим персонажем, и вам необходимо за несколько секунд из нее выбежать. Если не выбегаете, вам либо дамаг прилетает большой, либо вас там подкидывают куда-то, либо станет и так далее. И опять же, учитывая, что вот эти все усиления постоянно перемешиваются, в зависимости от недели меняются, в зависимости от уровня ключа их тоже становится больше или меньше, по итогу получается так, что одно и то же подземелье вы можете проходить различными способами и с различным стилем игры. Иногда больше всех страдают танки, иногда больше всех страдают кастеры условно, и вот это добавляет флекса. Ну, сама механика, понятное дело, себя отлично зарекомендовала, вот Blizzard до сих пор от нее вообще не отказываются и даже не планируют отказываться. Ибо зачем, раз работает. Ну и как будто бы действительно интересно посмотреть, насколько хорошая реализация у сирусовцев получилась. И вот если вам хочется, чтобы я тоже как-нибудь залетел в эту всю движуху, напишите комментарий, что вот мы хотим увидеть тебя в Mythic Plus ключах. Я подумаю над этим, не обещаю, но как будто бы дополнительная мотивация у меня появится. Короче, подводя итог, основы и принципы, которые вам всем знакомы, кто играл на Сирусе, остались прежние. Также есть Battle Pass, соответственно, со своими заданиями, которые там, по-моему, по 2 ежедневно накидываются, и грант заданиями то ли на месяц, то ли на неделю. И, в общем, вы их сначала смотрите, потом выполняете в зависимости от желания и получаете опыт боевого пропуска. Также остались категории черные бриллианты, которые в идеале вам нужно качать, если вы не хотите отставать от, соответственно, других игроков. И при этом вот эти все кастомные локации, где можно выполнять дейлики в виде острова солнечного скитальца, или как он там правильно называется, Толгород, ПВПшка, соответственно, присутствует. Кстати, до сих пор нет разделения между обычным полем боя и эпическим полем боя, где там 40 на 40 это махалово происходит. Возможно, это разделение не делают, потому что не будет тогда хватать народа, чтобы набралось эпическое поле боя. С другой стороны, насколько я знаю, игроки на Сирусе очень любят вот эти массовые сражения, а обычные БГшки в виде там ущелья Песни Войны это так, похуже, чисто размяться. Но это ладно. Мне, кстати, вроде еще в чате писали, что появилась какая-то новая кастомная БГшка, новая карта. Я ее лично еще не видел. Не получилось у меня как-то на нее на рандоме попасть. Еще, кстати, пока не забыл, добавили слои на аукцион. То есть ты, когда подходишь к аукционисту, неважно в каком это городе происходит, тыкаешь на, соответственно, непися, тебя перебрасывает в отдельный слот, как и других таких же игроков, которые решили на аукцион зайти. Когда ты из аукциона выходишь, тебя возвращает обратно на твой прошлый слой. И все бы ничего. Мне вот писали, что это сделано а-ля для оптимизации. Но, блин, когда ты заходишь на вот этот аукционный слой, скажем так, короче, ты не можешь, находясь в поиске какой-нибудь активности, условно, поиск подземелий, ты в это время не можешь зайти на аукцион. Вот, а самую главную фишечку и новинку X3 сервачка, соответственно, Mythic Plus подземелья, я пока что не пощупал, но потенциально, теоретически, да, на это шансы есть. В общем, пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по данному поводу. Интересно было бы вам и хотели бы вы дальше видеть меня, соответственно, на этом проекте. И действительно ли мне нужно хотя бы разочек пощупать Mythic Plus подземелья, чисто, знаешь, там на видос записать, посмотреть, или можно как-нибудь и без этого обойтись, вдруг вы меня пощадите. Все, пользуясь случаем, напоминаю, что у меня есть группа в Телеграм-канале, там, кстати, анонсы о стримах, которые на Твиче проходят, поэтому переходите, вот вам QR-коды. А если планируете поддержать мой канал копеечкой и получить дополнительный контент в виде гайдов на различные классы спеки, гайды по настройкам аддонов интерфейса, у меня есть Boosty, там, кстати, есть личный чат, где можно мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Так что тоже для интересующихся ссылочка будет в закрепленном комментарии. На этом же я с вами прощаюсь, всем желаю удачи, всем прогрессив в PvP, в PvE, всем на сегодня. Пока!